Представьте, что вся современная цивилизация построена на ошибке. Ошибке настолько фундаментальной, что из нее выросли климатический кризис, социальное неравенство и даже ощущение бессмысленности, которое испытывают миллионы людей. То, что вы сейчас услышите, это взгляд Ванданы Шивы на один из самых важных вопросов нашего времени. Есть ли у человечества будущее в том мире, который мы создаем сами? Я убеждена, что главный онтологический принцип — жизнь и свобода едины. Но свободы нет, и если не изменить курс, не будет больше и жизни, которая оказывается под угрозой уничтожения в тупике экономической модели, что после пандемии становится все более несовместимой с человеческой заботой и позитивным отношением к Земле. Я вижу, что скрытые идеологические и культурные предположения, ускоренные и актуализированные пандемией, помогли создать поистине идеальный шторм. Эпоха, в которой мы живем, антропоцен, сделала человека главным героем беспрецедентного процесса разрыва экологических связей с Матерью-Землей. Экстрактивизм, неравенство, радикальное вмешательство в сами коды, антропологический, генетический, культурный, существование человечества и биосферы в целом дошли до непоправимого, до последнего предела. Столкнувшись с этой реальностью, мы не можем продолжать логику линейного роста, которая не принимает во внимание сложность и взаимосвязь между живыми существами. Нужно срочно найти другой способ примириться с планетой. Мы должны посредством экономики заботы возвестить новую фазу глобальной демократии, которая не позволит жадности немногих превратить изобилие в дефицит, право в привилегию, взаимосвязь между живыми существами, в угнетение и господство одного над другими. И это возможно сделать, деколонизировав наше экономическое и социальное воображение, осознавая глубокую взаимосвязь между человеческими и нечеловеческими существами и окружающей средой. Это то, что я хотела бы донести до людей, особенно до новых поколений. В результате напряженных размышлений я пришла к выводу, что мы не можем противостоять многочисленным чрезвычайным ситуациям — климатическим, медицинским, экономическим, социальным и демократическим, которые расстраивают мировое сообщество, не вникая в суть проблемы. Мы все еще движемся в антропоцентрическом направлении, которое воспринимает Землю как инертную материю, подлежащую колонизации. Планетарный кризис с каждым днем все больше показывает, что мы должны выйти из этого воображаемого мирка, деконструировать больную экономическую систему и построить новый экологический альянс, который вернет экономику к заботе об общем доме. В связи с этим необходимо превзойти культурную матрицу многих наших проблем, суть которой в картезианском дуализме разума-тела, человека-природы. Надо изменить парадигму, направляющую социальные системы, вытолкнув нас за пределы спирали неравенства и несправедливости. Поэтому мы должны перейти от моделей, основанных на устаревшем механизме и движимых жадностью, к экономике заботы, учитывающей фундаментальный принцип логики живого. Все взаимосвязано. Нам необходимо радикально изменить представление о жизни, о месте сознания во Вселенной. Нам важно понять парадоксальную вещь. Нет неживой материи. Все есть жизнь. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.